Давайте поговорим о том, от какого же мужчины нужно бежать. Ведь женщины на самом деле так любят зайти на YouTube и посмотреть вот эти характеристики и подумать о своем. О, да, мой такой вредный, нужно от него бежать. Или как сейчас модно на YouTube, мой нищеброд. Нет, я достойна большего. На самом деле, как психолог, который специализируется на семейных отношениях, скажу вам честно, вот прям брать и бежать, быстрее собирать вещи нужно только от одного типа мужчин. От тех, которые поднимают руку. Вот физическое насилие не исправляется, оговорюсь, при желании оно исправляется только если сам человек, который это делает, мужчина, который бьет, хочет этого исправления, если женщина готова идти с ним в этот путь и ждать, пока у него изменятся его паттерны, заложенные глубоко в голове. Но по-настоящему вот собирать вещи, прямо убежать, нужно только от этого типа мужчин. Все остальное при желании корректируется. Мужчины, которые оскорбляют, придираются, жадничают, считают каждую копейку, которые иронизируют, подкалывают, которые несговорчивые, которые чуть что обижаются, отмалчиваются, как будто наказывают игнорированием, которые инфантильные, которые со слабостью к алкоголю или с зависимостью от игры, которые изменяют. Все, что я перечислила, в принципе, это поддается корректировке. Конечно, не все семейные пары можно путем психологии довести до какого-то идеального состояния. Конечно же, чем более запущены проблемы, тем дольше нужно укреплять эти отношения, влиять на них. И тем сложнее добиться какого-то очень хорошего результата. Но поверьте мне, даже в таких отношениях, как я сейчас перечислила, можно улучшить. И это улучшение стоит дорого, то есть это ценно, потому что, к сожалению, многие люди обесценивают. Как будто зачем я буду работать над своими отношениями, если они лишь улучшатся? Нет, я хочу идеального. Девочки, тогда можно развестись, остаться одной и искать того идеального. Но только знаете, если честно, он опять первые 3 года будет казаться вам идеальным, а потом полезут все его тараканы наружу. Просто так устроена матушка природа, и так работает наша гормональная система. Поэтому я предлагаю вам осознанно подходить к своим отношениям, смотреть на них реалистично. И даже если вы можете изменить что-то, какую-то часть, ценить это. Это правда ценно. Отношения, которые сильно запущены, конечно, чтобы реабилитировать, нужно по-хорошему идти в семейную терапию и делать это вместе с мужчиной, потому что вас в этих отношениях двое. Но если ваш мужчина не согласен или вы не хотите так, то даже одна женщина сама со своей стороны может подкорректировать отношения. Я покажу вам сейчас это на простой метафоре. Знаете, часто на дорогах стоят столбы с электричеством, когда электричество не спрятано в землю, а в воздухе. И эти столбы часто начинают заваливаться, и тогда их корректируют подпорками. Так вот, если женщина будет только со своей стороны вносить корректировки, то есть меняться сама и менять свой способ, как она реагирует, когда мужчина делает что-то не так. То есть, когда он придирается, если раньше она глотала это и терпела, то сейчас она научится правильно подбирать слова, чтобы не позволять такое отношение к себе. То в метафоре это будет как подпорка. Да, этой женщине придется больше вкладывать осознанности в эти отношения. Осознанность – это эмоциональный труд. Но, наверное, что-то же мы получаем от наших мужчин. Наверное, раз вы еще не ушли от вашего мужа, он как-то ценен для вас. И, может быть, ради этого стоит постараться. Если у вас есть какие-то инсайты или вопросы, пожалуйста, пишите их внизу под этим видео. Если досмотрели до конца, обязательно поставьте лайк, чтобы поддержать мой канал. И, конечно, подписывайтесь, если вы еще не подписаны. Это канал про отношения. До встречи в следующих видео.